Эпоха Возрождения, также известная как Ренессанс, это период культурного подъема в истории Европы, который пришелся на период позднего Средневековья и начала нового времени. Классическим регионом Возрождения является Апеннинский полуостров, то есть Италия. В XIV-XVI веках тут жили и творили Данте Алигьери, Франческо Петрарка, Леонардо да Винчи и многие другие, казалось бы, столь разные деятели, которые оставили после себя богатое наследие. Но всех их объединяет необычайный интерес к античности. Данте переносил античные сюжеты на христианские мотивы. Петрарка занимался переводческой деятельностью античных трудов и их распространением. А художники вроде да Винчи и Микеланджело, вдохновляясь античным наследием, стремились передать человеческую красоту через скульптуру и живопись. Этот повсеместный интерес к античности в полной мере характеризует эпоху Возрождения. И этот интерес не был случайностью. Деятели того времени видели в классической древности образец для подражания, своего рода золотой век, эталон красоты и мудрости, который был утрачен с наступлением средних веков. Казалось бы, все понятно, но при изучении этой эпохи перед нами предстает ряд препятствий. Эта эпоха – это в первую очередь процесс, который включает в себя множество художников и поэтов, писателей и философов, появление новых мировоззренческих концепций, политические события, да и самих политиков. И если что-то из этого упустить, Ренессанс мы не поймем. Эта парадоксальная ситуация объясняется тем, что Возрождение выходит за рамки чисто культурных процессов, плюс его региональной спецификой. Оно зародилось и ярче всего проявилось в Италии, а впоследствии распространилось по остальной Европе. Сегодня мы попытаемся разобраться в этом процессе. Всем приятного просмотра. Сам термин «возрождение» имеет сложную историю. Привычное нам слово «ренессанс», как это ни странно, французского происхождения. Итальянцы же используют слово «ренасчита», буквально означающее «перерождение» или «воскресение». Первым, кто заложил саму интуицию этого понятия, был поэт Франческо Петрарка. Именно он противопоставил блестящую античность последующим векам, назвав их временем тьмы и мрака. И именно ему принадлежит зародыш понятия средних веков, как провала между двумя эпохами света. Без этой схемы термин «возрождение» был бы немыслим. Что-то близкое к слову «возрождение» появилось у скульптора Лоренцо Гиберти в произведении «Комментарии», созданного около 1450 года. В нем Гиберти пишет, что искусство возвращается к античному совершенству. Однако именно художник Джорджо Вазари в жизнеописаниях 1550 года придал этой идее систематический характер, выстроив концепцию истории искусства как истории упадка и возрождения, от Джотто до Микеланджело. Важно, впрочем, что Вазари говорил о возрождении именно искусств, а не об эпохе в широком смысле. Следующий шаг совершили историки XIX века. Французский историк-романтист Жюль Мишле в 1855 году первым вынес слово «ренессанс» в заглавие исторического труда, трактуя эпоху как открытие мира и человека. Окончательный облик термину придал швейцарский ученый Якоб Буркхарт в книге 1860 года «Культура Возрождения в Италии», представив Ренессанс как разрыв со Средневековьем и рождение современного индивидуума. Его книга разошлась по всей Европе и на столетие определила понимание эпохи. То есть, само слово «ренессанс», «возрождение» изначально предполагает наличие предшествующей культурной основы, которая, во-первых, существовала в прошлом, во-вторых, была утрачена, забыта или маргинализирована, и, в-третьих, затем осознанно возвращается и переосмысливается. Итальянский Ренессанс именно так себя и понимал. Возрождались античные латинские и греческие тексты, античная философия, Платон, Аристотель, Цицерон, античные формы искусства, риторики, идеалы гуманизма и антропоцентризма. Но тут у нас могут возникнуть закономерные вопросы. А был ли до этого настоящий упадок и почему античную культуру вообще приходилось возрождать? Маленькая историческая справка. Западная Римская империя, создавшая мощную инфраструктуру права, литературы и инженерного дела, рухнула в 476 году под давлением внутреннего кризиса и миграции народов.
После ее падения грамотность резко сократилась, торговые связи разорвались, латынь распалась на романские диалекты, а значительная часть античных текстов на Западе оказалась утрачена. Данный период называют «темными веками», термин, придуманный самими гуманистами эпохи Возрождения. Время действительно было нелегкое. Постоянные войны, голод, распад городской жизни. Церковь стала едва ли не единственным институтом, сохранившим остатки письменной культуры. Монахи переписывали рукописи и поддерживали хоть какое-то образование. Пока Запад переживал трансформацию, два других мира активно сохраняли и приумножали античное наследие. Византийская империя, прямая наследница Рима, никогда не теряла связи с греческой классикой. В Константинополе хранились рукописи Платона, Аристотеля, греческих трагиков. Существовала непрерывная традиция образования и комментирования античных авторов. Другим центром был арабский халифат. Там было организовано масштабное переводческое движение в Доме мудрости в Багдаде. Труды Аристотеля, Птолемея, Евклида, Гиппократа переводились с греческого на арабский и дополнялись собственными достижениями в математике, астрономии и медицине. Аль-Андалус, часть Испании под контролем арабов, стал мостом между этим знанием и латинским Западом. В Толедо, Кордове и Севилье сосуществовали арабская, еврейская и христианские ученые традиции. К X веку Западная Европа стабилизировалась. Открывались новые школы, зарождались первые университеты. Европейские интеллектуалы осознали, что огромный массив классических текстов сохранился у византийцев и мусульман Испании, и это дало толчок масштабному переводческому движению. Одним из первых был Герберт Орельякский, в будущем ставший римским папой Сильвестром II. В Испании он осуществил переводы с арабского языка древних греческих текстов, включая работы по использованию астролябии и абака. В XII веке Герберт Кремонский, разыскивая Альмагест, труд Птолемея по астрономии, добрался до Толедо и перевел более 70 сочинений, труды Аристотеля, начало Евклида, алгебру Аль-Хорезми и многое другое. В XIII веке Вильгельм Мирбекский отправился уже в Византию и перевел свыше 50 трактатов непосредственно с греческого. Этот поток знаний произвел революцию в средневековой мысли и напрямую подготовил почву для Возрождения, которое, следовательно, было не внезапным выходом из тьмы, а пиковой точкой процесса, длившегося несколько столетий. Для понимания генезиса гуманизма принципиально важен вопрос о тех социально-исторических условиях, в которых он сложился. Не случайно именно Италия стала родиной Ренессанса. Здесь раньше, чем в других регионах Европы, начался распад феодальных отношений, и возникли первые очаги раннекапиталистического производства. Итальянские города-коммуны – Флоренция, Венеция, Милан, Генуа, Сиена – переживали в XIII-XIV веках экономический подъем, связанный с развитием ремесла, торговли и банковского дела. Богатство городских слоев, купцов, банкиров, ремесленной верхушки создавало материальную почву для новой культуры, а сама динамика городской жизни формировала иной тип человека – деятельного, практичного, рассчитывающего на собственные силы. Среди итальянских городов особое место занимала Флоренция. Именно здесь гуманизм достиг наибольшего расцвета. Республиканские традиции города, его относительная политическая свобода, мощный купеческо-банкирский класс и высокий уровень грамотности создали исключительно благоприятную среду для расцвета новой интеллектуальной культуры. Итальянский гуманизм складывался в условиях острой социально-политической борьбы. Борьба городских коммун с феодальной знатью, противостояние различных политических группировок внутри городов, столкновение папской и императорской власти – все это создавало напряженную политическую атмосферу, питавшую гуманистическую мысль конкретными запросами эпохи. Гуманисты нередко были активными участниками политической жизни. Они служили городскими канцлерами, дипломатами, советниками государей. Возникновение гуманизма было обусловлено и кризисом той системы ценностей, которая утверждала средневековое католическое мировоззрение. К XIV веку авторитет церкви был серьезно подорван.
Авиньонское пленение пап 1309-1377 годов, Великий раскол в католической церкви 1378-1417 годов, когда сразу два претендента объявили себя истинными папами, все это порождало глубокое разочарование в традиционных институтах. Схоластическая философия воспринималась как система, подавляющая свободную мысль и приковывающая ее к теологическим догматам. Параллельно нарастал кризис в общественном сознании, связанный с крупнейшей катастрофой эпохи – черной смертью 1347-1351 годов, унесшей по разным оценкам от трети до половины населения Европы. Массовая гибель людей, крушение привычного миропорядка, беспомощность церкви перед лицом эпидемии – все это порождало острейшие вопросы о смысле земного бытия, о ценности человеческой жизни, о природе счастья и добродетели. В этой атмосфере глубокого экзистенциального и культурного переворота гуманизм начал формировать свои ответы. Термин «гуманизм» восходит к латинскому понятию «studia humanitatis» – гуманитарные занятия, или буквально «занятия, достойные человека». Под этим термином ренессансные мыслители понимали определенный круг дисциплин – грамматику, риторику, поэзию, историю и моральную философию. Программа «Studia Humanitatis» была сознательно противопоставлена средневековой учености с ее акцентом на теологию, схоластическую логику и юриспруденцию. Гуманисты настаивали на том, что именно эти дисциплины, унаследованные от античности, способны сформировать подлинно достойного человека, образованного, красноречивого, нравственного и граждански активного. Важнейшей составляющей этой программы была риторика. Гуманисты ценили ее как важнейший инструмент гражданской жизни. Умение убеждать, формулировать аргументы, излагать мысли в элегантной латинской прозе виделось им неотъемлемым качеством образцового гражданина. В этом отношении они ориентировались на идеал Цицерона, мудреца-оратора, сочетающего философскую глубину с даром публичного слова. Не случайно Цицерон был главным учителем гуманистов. В истории гуманизма принято называть Франческо Петрарку первым гуманистом, не столько потому, что до него не существовало никаких предвосхищений новой культуры, сколько потому, что именно он впервые с наибольшей полнотой и осознанностью выразил ее ключевые интуиции. Петрарка был прежде всего поэтом и моральным мыслителем, страстно влюбленным в латинскую древность. Он собирал рукописи античных авторов, вел с ними воображаемые беседы, писал письма Цицерону и Вергилию, как живым собеседникам. Петрарка первым с такой остротой сформулировал кризис современной ему схоластики. «Что пользы знать природу зверей, птиц, рыб и змей, и не знать природы человека? Зачем мы рождены, откуда приходим и куда идем?» — восклицал он. Это смещение интереса от природы к человеку, от космологии к этике и стало ключевой отличительной чертой гуманистической программы. При всей своей страсти к античности Петрарка оставался человеком глубоко религиозным. Его знаменитая «Тайная», воображаемый диалог с Августином, пронизана острым противоречием между влечением к земной красоте и жаждой духовного совершенства. Это противоречие воплощало подлинный переходный характер эпохи, когда новое мировоззрение еще не освободилось от средневековых форм, но уже искало собственный язык. Петрарка – человек на пороге, он смотрит назад в сторону августиновской аскезы и вперед в сторону ренессансного утверждения праздности земного бытия. Джованни Боккаччо, ближайший друг и соратник Петрарки, придал гуманизму иное измерение. Главным его произведением является «Декамерон», написанный на народном итальянском языке, на фоне чумы 1348 года. И это стало манифестом нового отношения к земной жизни. Произведение начинается с леденящего описания чумы и человеческого отчаяния. На этом фоне 10 молодых флорентийцев, образованных и благородных, удаляются на природу с одной целью – сохранить душевное здоровье через разговор и смех. Каждый день они избирают правителя, который объявляет тему. В один день рассказывают о людях, добившихся цели благодаря остроумию, в другой – о силе любви, в третий – о щедрости и великодушии.
По прошествии 10 дней компания возвращается во Флоренцию. Главная мысль Декамерона состоит в том, что человек – существо земное, достойное счастья здесь и сейчас, а не только в загробной жизни. Ум, находчивость и жизнелюбие ценятся выше слепого следования догмам. Боккаччо не осуждает человеческую природу, а принимает ее с мягкой иронией. Лицемерие – вот главный грех в его системе ценностей, а не плотские радости сами по себе. Книга утверждает, смеяться значит жить. А умение рассказать историю – способ справиться с любым ужасом, даже чумой. Семейство Медичи по праву считается одним из главных двигателей итальянского возрождения. Медичи прошли путь от первых флорентийских менял до создания мощного банка, который стал одним из самых влиятельных финансовых институтов Европы. Экономическая база позволила семье занять ключевые позиции во Флоренции, а затем и в общеевропейской политике. К слову, из семейства Медичи вышло несколько римских пап, а Екатерина и Мария Медичи вообще были королевами Франции. И вот уже при Козимо Медичи сформировалась модель скрытого правления. Формально во Флоренции сохранялась республика. Однако Медичи фактически контролировали всю политическую систему города, обеспечив Флоренции долгожданную стабильность. Он направил колоссальные ресурсы на ее преображение. Козимо создавал инфраструктуру для новой культуры. На его средства архитектор Микелоццо построил первый ренессансный палаццо, а Фра Анджелико расписывал фресками монастырь Сан-Марко, при котором была открыта первая публичная библиотека. Но, пожалуй, самым важным его деянием стало основание Платоновской академии. Пригласив ко двору философа Марсилио Фичино и окружив себя такими фигурами, как скульптор Донателло, Козимо повысил уровень дискуссии в Южной Европе, вернув в европейскую мысль философию Платона. Расцвет, достигнутый при внуке Козимо, Лоренцо Великолепном, стал кульминацией этой политики. Лоренцо превратил меценатство в тонкое искусство управления. Он создавал вокруг себя среду гениальности, где воспевались и соревновались Боттичелли, юный Микеланджело и молодой Леонардо да Винчи. Будучи сам талантливым поэтом и мыслителем, Лоренцо был равным собеседником для гуманистов и философов своего круга, таким как Пикко делла Мирандола и Полициано. Однако заказ произведений оставался и политическим инструментом. Роскошные карнавалы и фрески прославляли власть Медичи, а сами художники, как Боттичелли, отправлялись с дипломатическими миссиями к другим дворам, распространяя влияние флорентийского стиля и политики. Влияние семьи вышло далеко за пределы Флоренции, когда представители рода достигли высших ступеней власти в Европе. Римский папа Лев X, сын Лоренцо Великолепного, превратил Рим в центр высокого Ренессанса, покровительствуя Рафаэлю и продолжая грандиозное строительство собора Святого Петра. А его племянник Климент VII, хоть и пережил драматическое разграбление Рима, сумел породнить семью с французским королевским домом. Екатерина и Мария Медичи, став королевами Франции, перенесли через Альпы дух итальянского Ренессанса. От изысканной кухни и балета до архитектуры замков Луары и Люксембургского дворца. Если вынести за скобки все конкретные имена и произведения и задаться вопросом, что же такого особенного происходило в умах людей эпохи Возрождения, ответ окажется довольно четким. Средневековье смотрел на человека сверху вниз. Он – тварь Божья, грешная и ничтожная. Вся ценность его существования определяется отношением к Богу и Церкви. Ренессанс развернул эту оптику на 180 градусов. Кульминацией нового взгляда стала речь о достоинстве человека Джованни Пикко делла Мирандолы, текст, который нередко называют манифестом Ренессанса. Пикко делла Мирандола разворачивает дерзкую мифологему. Бог, создав человека последним из всех существ, когда все места в мироздании уже были распределены, наделил его уникальной свободой самому определять свою природу. Человек у Пикко делла Мирандолы не существо с фиксированной природой, а творец самого себя, способный опуститься до уровня животного или подняться до ангельского совершенства. Мы сделали тебя не небесным, не земным, не смертным,
не бессмертным, вкладывает пико в уста Бога, чтобы ты сам, как вольный и славный мастер, сформировал себя в том образе, который ты предпочтешь. Флорентийский неоплатонизм стал одним из влиятельнейших течений ренессансной философии. Марсилио Фичино под покровительством Козимо Медичи основал Платоновскую академию во Флоренции и осуществил монументальный труд по переводу на латынь всего корпуса Платона и неоплатоников – Плотина, Порфирия, Прокла. И создал грандиозный синтез христианского богословия и платонической философии, стремясь показать, что платонизм и христианство говорят об одной истине разными языками. Согласно этой системе, мироздание представляет собой иерархическую структуру, где Бог находится на вершине как источник всего бытия, а материя внизу. Человек занимает уникальное центральное положение, являясь связующим звеном между божественным и материальным мирами. Красота в искусстве становится путем к божественному, идея, глубоко повлиявшая на эстетическую теорию и практику ренессансных художников. Другое важное направление – натурфилософия. Мыслители этого течения стремились понять природу через непосредственное наблюдение и эксперимент. Парацельс революционизировал медицину, решительно отвергнув авторитет Галена и настаивая на опытном изучении свойств веществ. Николай Кузанский разработал оригинальную философию ученого незнания, утверждая, что Бог в своей бесконечности непознаваем рациональным путем, и попутно предвосхитил идеи о движении Земли и бесконечности Вселенной. А Джордано Бруно развил идею множественности миров и пантеистического понимания Бога, как начала имманентного природе, за что и был осужден инквизицией и сожжен на костре в 1600 году. Политическая философия достигла вершины в трудах Никколо Макиавелли. В «Государе» он создал реалистическую теорию политики, утверждая, что правитель должен руководствоваться эффективностью, а не добродетелями. Фортуна уподоблена бурной реке. Мудрый человек заблаговременно строит плотины, чтобы укротить ее разрушительную силу. Это циничный, но честный взгляд, и в этом его сила. Художники эпохи Возрождения перестали быть анонимными ремесленниками. Они стали творцами, чья индивидуальность и гений признавались и прославлялись. Если в средние века художник был членом цеха, работающим по заказу церкви или феодала и следуя установленным канонам, то в эпоху Возрождения его положение радикально изменилось. Джорджо Вазари в жизнеописаниях впервые представил художников как великих людей, достойных памяти потомков, наравне с полководцами и государями, создав тем самым концепцию художника-гения. В архитектуре Филиппо Брунеллески создал купол Флорентийского собора Санта-Мария-дель-Фьоре, решив инженерную задачу, казавшуюся неразрешимой, и разработав систему линейной перспективы, математизировав изображение трехмерного пространства на плоскости. В скульптуре Давид Донателло стал первой со времен античности отдельно стоящей статуей обнаженного тела, живой, индивидуальной, а не символической. Боттичелли воплотил неоплатонические идеи Фичино в рождении Венеры и весне, сложных философских аллегориях, платонического воскрешения души от чувственного к духовному. Рафаэль же в Афинской школе создал визуальную энциклопедию философии, где Платон и Аристотель в центре жестами указывают на небо и землю, олицетворяя два пути познания. Но, пожалуй, наиболее полноценным воплощением ренессансного идеала стал Леонардо да Винчи. Он соединил роли художника, ученого и философа в одном человеке. Тысячи страниц рукописей, анатомические чертежи, инженерные проекты, наброски летательных аппаратов, наблюдения над потоком воды – это не побочный продукт его гения, а его суть. В Джоконде техника сфумато, мягкие растушеванные переходы света и тени выражают философское представление о сложности и таинственности человеческой души. У Леонардо да Винчи наука и живопись были одним и тем же способом понять мир.
Особого внимания заслуживает Давид Микеланджело, пожалуй, самая узнаваемая скульптура в истории искусства. Он воплотил идеал героической личности через совершенство анатомии и классической пропорции. Микеланджело видел в мраморе скрытую форму, которую нужно освободить, и эта концепция отражала неоплатоническую идею формы, изначально заключенной в материи. Когда его спрашивали, как ему удается создавать такие статуи, он отвечал просто: «Я беру камень и убираю все лишнее». Фреска Сикстинской капеллы, над которой он работал 4 года в неудобной позе, глядя вверх, другой масштаб того же мышления. Вся библейская история от сотворения мира до страшного суда развернулась на потолке в виде грандиозной живописной поэмы, и в центре ее Бог притягивает руку к Адаму, а между их пальцами остается крошечный зазор, символизирующий расстояние между божественным и человеческим. Возрождение заложило концептуальные основы современной науки. Ключевым переломом стал отказ от схоластической традиции и некритического воспроизведения авторитета в пользу непосредственного наблюдения и эксперимента. Николай Коперник совершил революцию, предложив гелиоцентрическую модель в труде о вращении небесных сфер от 1543 года. Человечество 1000 лет знало, что Солнце вращается вокруг Земли, потому что так очевидно и написано у Птолемея. Коперник сказал нет, все наоборот, и, как мы уже знаем, с высоты веков оказался прав. Андреас Визарий революционизировал анатомию в труде о строении человеческого тела от 1543 года, исправив ошибки Галена, которые медицина воспроизводила 1300 лет. Для этого Визарий делал то, что средневековому врачу казалось излишним и даже кощунственным. Сам проводил вскрытие почивших людей и смотрел своими глазами и искал расхождение с тем, что изложено в книгах. Галилео Галилей завершил научную революцию, используя телескоп для открытий, подтверждавших Коперника. Он разработал экспериментальный метод и математизировал физику. Когда его заставили отречься от гелиоцентрической теории, он по преданию тихо добавил: «И все-таки она вертится». Конфликт с Инквизицией стал символом противостояния нового научного мышления и религиозного авторитета. Этот сдвиг от веры в авторитет к вере в наблюдение и эксперимент и есть главный научный вклад Ренессанса. Не конкретное открытие, а сам метод. Ренессанс не мог длиться вечно. И дело не в том, что гении закончились. Дело в том, что исчезли условия, которые их породили. Первый удар нанесло явление, которое сложно было предсказать. В 1494 году французский король Карл VIII перешел Альпы с большой армией, и итальянские города-государства, привыкшие к своим изощренным дипломатическим играм, вдруг обнаружили, что против реальной военной силы их политическое искусство бессильно. Начались итальянские войны, которые продолжались до 1559 года и превратили полуостров в поле битвы между Францией и Испанией. Флоренция, Милан, Неаполь переходили из рук в руки. Второй удар, и самый символический, случился в 1527 году. Войска Карла V, германского императора, вошли в Рим и устроили разграбление города. То, что вошло в историю как падение Рима 1527 года. Солдаты 3 недели грабили и жгли вечный город, убивали священников, разоряли церкви. Папа Климент VII прятался в замке Святого Ангела. Культурная столица Европы оказалась беззащитной. Это событие имело далеко идущие последствия и существенно ослабило влияние папства. Флорентийская республика продержалась еще 3 года и пала в 1530 году, превратившись в герцогство под властью Александра Медичи. Республиканского духа, хоть и номинального, который питал гражданский гуманизм Бруни и Салютатти, больше не существовало. Его заменила придворная культура абсолютных монархов. Параллельно с военным хаосом произошла религиозная революция. В 1517 году Мартин Лютер прибил к дверям Виттенбергской церкви свои 95 тезисов. И этот жест, который в другое время мог бы остаться академической полемикой, за несколько недель облетел всю Европу, благодаря книгопечатному станку.
Гуманистическое требование самостоятельного толкования Священного Писания, критика церковных злоупотреблений, возврат к первоисточникам – все то, что гуманисты разрабатывали на протяжении столетия, реформация превратила в массовое религиозное движение. Это было странное родство. Эразм Роттердамский, крупнейший представитель северного гуманизма, написал «Похвалу глупости», блестящую сатиру на церковные злоупотребления, и при этом оставался убежденным католиком, не признав Лютера. Гуманизм породил реформацию, но нельзя сказать, что он ей стал. В ответ на реформацию католическая церковь запустила контрреформацию. Тридентский собор 1545-1563 переосмыслил церковную доктрину, но одновременно ужесточил контроль над мыслью. Инквизиция усилилась, книги стали попадать в индекс запрещенных произведений, интеллектуальный климат изменился принципиально. Если ренессансная Италия жила в атмосфере относительной свободы мысли, то теперь эта свобода сужалась с каждым десятилетием. В искусстве кризис эпохи отразился в стиле, который искусствоведы называют маньеризмом. Если высокий ренессанс – это гармония, ясность и уверенность в том, что мир устроен разумно и красота познаваема, то маньеризм – это нарочитое нарушение этих правил. Удлиненные неестественные фигуры Пармиджанина, тревожные, неустойчивые композиции Панторма, сложные, почти головоломочные аллегории, смысл которых намеренно затемнен. Это был не упадок мастерства, маньеристы великолепно владели техникой. Это было сознательное ощущение, что старые правила больше не работают, что мир стал сложнее, темнее и менее поддается разумному объяснению. Маньеризм – это ренессанс, который перестал верить в себя. Возрождение завершилось, но то, что оно запустило, продолжалось, причем сразу в нескольких направлениях. Реформация – это одно из прямых наследников гуманизма. Когда Лютер настаивал на праве каждого христианина читать Библию самостоятельно, без посредничества клира, он воспроизводил гуманистический принцип возврата к первоисточникам. Когда он переводил Библию на немецкий язык, он делал то же самое, что Петрарка делал с латинскими текстами. Научная революция XVII века – еще один прямой наследник. Декарт, Бэкон, Ньютон выросли из ренессансной традиции критического мышления, возврата к наблюдению, недоверия к авторитету. Гелиоцентрическая теория Коперника и экспериментальный метод Галилея стали фундаментом. Северное возрождение – географическое продолжение итальянского. В Нидерландах, Германии, Франции, Англии идеи гуманизма трансформировались в местные культурные формы. Шекспир, Сервантес, Монтень – это ренессанс, переведенный на другие языки и другие контексты. Монтень изобрел эссе, литературный жанр, само существование которого предполагает, что мнение конкретного человека о мире заслуживает быть записанным и прочитанным. И, наконец, просвещение XVIII века с его культом разума, правами человека и критикой религиозного авторитета. Следующий шаг в той же цепочке. Идеи Пикко делла Мирандолы о человеческом достоинстве и самоопределении через 2,5 века превратятся в Декларацию прав человека и гражданина. Историки давно заметили, что каждая эпоха видела в Ренессансе то, что хотела увидеть. Мишлем в XIX веке создал термин «ренессанс» как манифест французского либерализма, противопоставляя светлый ренессанс мрачному средневековью. Буркхарт использовал его для обоснования немецкого индивидуализма. Фашистская Италия апроприировала его как доказательство величия нации. Советская историография интерпретировала его через классовую призму. Это не значит, что Ренессанс – это выдумка. Это значит, что он достаточно богат и многосложен, чтобы в него можно было смотреть с разных сторон. Но есть в этой эпохе кое-что, что трудно оспорить. Впервые со времен античности человек поставил себя в центр картины мира, как творца, способного понять и преобразить мир вокруг себя. Впервые задали вопрос, который потом не перестанут задавать: что значит быть человеком? Ренессанс не дал окончательного ответа, но само то, что этот вопрос стал центральным, это и есть его наследие. Эпоха завершилась, но деятели Возрождения продолжают говорить с нами через свои произведения. И это, пожалуй, лучший ответ на вопрос о том, что такое бессмертие.
Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь этим видео с друзьями.